Всем добрый день! Вы на канале Вязание Тангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм, чтобы смотреть бесплатные видео мастер-классы. Сегодня у нас, смотрите, такая вот интересная кофточка. Это у нас такой вырез лодочка из шестиугольника, который мы с вами учились вязать, складывать. Совсем не сложно. Если вам часто такие вопросы, как сложить шестиугольник. Квест своей семье задаете детям, как из шестиугольника сложить. Вот половинка кофточки у нас идет. Вот реглан, это верх, вот еще одна половиночка, реглан, и сшиваем центр впереди и на спиночке. Вырез лодочка. Расход 200 грамм на 46 размер. Предлагаю посмотреть и связать такую красоту. Я беру одну ниточку сбоку, двойную, и с центра. У меня получается вязание в 4 нити. Вот 4 нити. Наша задача набрать кольцо и в кольцо связать 12 столбиков. Кольцо 12 столбиков с одним накидом, и между ними 2 воздушные петельки. Это самое-самое наше начало. Крючок у меня 2,75. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Замыкаем в кольцо и провязываем нашу основу. 1, 2, 3. Это столбик с одним накидом и 2 воздушные петельки. 12 столбиков провязали, 2 воздушные петельки довязываем, в третью воздушную петлю присоединяемся и получаем вот такой круг. Теперь 1, 2, 3, опять 3 воздушные петли, это столбик, и 2 воздушные петли, это узор. В следующем столбике мы провязываем уже узор. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки и столбик с накидом. Столбик с накидом. 2 воздушные петли и 3 столбика. Весь ряд чередуем вот таким узором. Довязываем вот 3 столбика и наш столбик 1. 2 воздушные петли. И 1, 2, 3 в третью воздушную петельку самого первого столбика мы присоединяем. Что за маркер у меня? Я присоединила маркеры там, где у нас были столбики. Это у нас будет линия, по которой мы будем делать увеличение. А там, где 3 столбика, это у нас будет узор. То есть у нас должен получиться шестиугольник, 6 маркеров, 6 углов. Вот это у нас будет уголочек. Опять продолжаем вязание. 1, 2, 3. Это у нас столбик. 2 воздушные петли. И мы продолжаем. Вот наш треугольничек. Мы делаем увеличение. Вяжем в первом столбике 2 столбика. В центральном просто столбик. И опять 2 столбика. Увеличиваем. 2 воздушные петли. Там, где маркер, мы вяжем просто 1 столбик. Пока 1 столбик. Как это выглядит на схеме? Мы с вами провязали круг, провязали 12 столбиков с 2 воздушными петельками, провязали 3 столбика, 2 воздушные петли, и вот эту линию мы продолжаем, да, вязать столбик. И сейчас мы с вами провязали 2 столбика в одном, столбик и опять 2. По схеме нарисовано 3 воздушные петли, я предлагаю продолжить 2, чтобы не было слишком большого ажура. В третью воздушную петельку сделали соединительный столбик и вяжем дальше. Вот смотрите, 1, 2, у нас уже 3 рядочка, и теперь в четвертом мы делаем увеличение. 1, 2, 3 воздушные петли и 1. Это у нас столбик с одним накидом и воздушная петелька. В это же место мы провязываем
еще столбик с накидом, воздушная петля и еще. Вот. То есть по линии, я бы сказала, линии реглана, по которым будем все время увеличивать, у нас будет вот такое вязание. 2 столбика увеличения, 2 столбика увеличения. Вот точно по схеме. Вот 2 столбика увеличения, 2 столбика увеличения. Это нужно просто запомнить. И там, где у нас стоят маркеры, мы все время будем вязать одинаково. Никаких изменений там не будет. Вот 2 столбика увеличения, 2 воздушные петельки продолжаем вязать. У нас с вами 5 столбиков в основном узоре. Мы опять делаем увеличение. В первом и последнем столбике провязываем 2. Вот, 2. По центру вяжем просто столбики, как у нас они есть, и получаем 7 столбиков в нашем первом листике. 1 и 2. 2 воздушные петли у нас остаются неизменными, а там, где маркер, мы делаем увеличение по всему шестиугольнику. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. 2 воздушные петельки и увеличиваем наш листочек. Вот как здесь. Мы получаем вот такой уже, да, узор. 2 воздушные петельки, соединяем. Идем дальше. Теперь нам нужно из вот этой линии реглана делать новые листочки, связать. Что мы делаем? 3 воздушные петли в первом столбике, столбик с одним накидом 1 и столбик с одним накидом 2. То есть мы начинаем новый листочек. 2 воздушные петли, а центр оставляем центром. Вот у нас будет столбик с одним накидом и 2 воздушные петельки. Вот. В третьем столбике вяжем опять 3 столбика. То есть мы через каждые 2 ряда будем делать увеличение и основу вяжем для нового листочка. 2 воздушные петельки. Как только мы это сделали, новое увеличение, мы начинаем уменьшать первый листочек. Первый столбик пропускаем, вяжем во второй. У нас было 7 столбиков, теперь будет 5. Вяжем, считаем 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петельки, 1, 2. В первый столбик вяжем 3 столбика, 1, то есть мы делаем повтор, 2, довязываем и идем дальше. 2 воздушные петельки, присоединяем. Теперь наша задача из нового листочка связать полноценный. Мы начинаем его увеличивать, а тот, который связанный, уменьшать. Увеличиваем точно так же, как и вязали первый. Все листочки вяжутся абсолютно одинаково. В первом столбике вяжем 2, в центральном вяжем 1 и в последнем вяжем 2. Из 3 получаем 5, потом 7 и так далее. Листочки вяжутся одинаково. Все, вот они у нас. Уже будет не 1, а уже будет 3. 2 воздушные петли, как обычно. Столбик по центру, как обычно, вяжется. 2 воздушные петельки и листочек. Листочек вяжем 1, 2. По центру 3. Еще разочек. Такое тоже бывает. 3, 4, 5. Провязали.
2 воздушные, провязали. Вот. А большой листик уменьшаем. Опять первый не довязываем, в центре вяжем 1, 2, 3. 2 воздушные и то, что я сейчас показала. Повтор. И у нас получается вот такой ряд. Листочек мы уменьшаем, первый. Те, которые мы начали вязать, увеличиваем. Увеличиваем точно так же, как мы это и делали раньше. То есть провязываем в первом столбике 2, в остальных по одному. И в этом ряду, смотрите, там, где у нас стоят маркеры, мы делаем опять увеличение. То есть это нужно просто запомнить и дальше уже вязать увеличение. Смотрите, сделали мы, вот у нас 3 столбика, 1, 2, только 1, 2 ряда мы провязали, значит нужно опять делать увеличение. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. Вот. То есть в следующем ряду мы начинаем вязать опять новый листочек. Провязали основу для новых листочков. Продолжаем вязать те листочки, которые у нас есть. И уменьшаем тот, который у нас уже практически связаны. То есть у нас будут листочки в шахматном порядке. Постоянно расти от линии реглана. Почему линия реглана? То есть там идет увеличение. Вот. Каждые 2 ряда 3 столбика. А если 3 столбика, значит в следующем ряду идет увеличение. 3 столбика, центр, 3 столбика. 2 воздушные петельки между ними легко запомнить. И здесь у нас уже остается только 1 столбик. Вот он у нас. 1 столбик. Листочек наш закончился. В следующем ряду мы провязываем 3 столбика с этой стороны, 3 столбика с этой стороны. Начинаем уменьшать листочек. И там, где у нас 1 столбик, мы вяжем 3 столбика. Новый листочек. На схеме это выглядит вот таким образом. Вот наш 1 столбик. И опять начинается листочек. Те листочки, которые у нас идут от регланной линии, мы провязываем. Начинаем вязать. 1, 2, новый треугольничек. 1, 2, новый треугольничек. И с каждого треугольничка мы начинаем вязать новый листочек. Вот такая вот у нас жизнь самостоятельная. То есть каждый раз листочки начинают расти заново. Линия реглана у нас вот она. Можно ставить маркер все время по мере роста листочков, и вы уже будете точно знать. 2 провязали, 3 столбика. 3 столбика провязаны, значит начинаем новый листочек с одной стороны и с другой. Листочки, которые у нас уже провязаны, если здесь считаем 7 столбиков, значит нужно уменьшать. У нас идет 3, 5, 7. 5, 3, 1. Все. Предлагаю попробовать связать. В прошлый раз на мастер-классе мы с вами учились вязать шестиугольник по схеме. Я связала шестиугольник, и самым главным критерием у меня, вот я его сейчас замерила, одна сторона получилась 40 сантиметров. 40 сантиметров это у нас ширина рукава, вполне достаточно. Теперь я предлагаю объединить. Моя ниточка, у меня получилось где-то по центру, ниточку отрежем, потому что вязать будем совсем с другого места. 40 сантиметров ширина рукава достаточно. Если у вас руки совсем полные, можно провязать еще сантиметров 10, да? Вот, но в среднем 40 это нормально. Теперь нам нужно вот любой участок, пусть даже это будет вот этот участок, сложить в 2 раза.
Вот он. Одна сторона у меня получилась, рукава. Вот она. И весь шестиугольник мы складываем. Вот даже вот это вот у меня рукавчик. Его можно закрепить. Шов у нас будет вверху. Вот. Мы его маркерами собираем и складываем в наш шестиугольник. Вот это вот у нас будет весь верх. Вот он у нас идет. Вот он. То есть наша задача сложить рукав 2 раза. Вот у нас идет рукавчик. Все наши стороны сложить 2 раза. И у нас получится половинка изделия. Вот она. Вот пройма будет симпатичная такая. Вот конец изделия. И теперь привязываем ниточку в самый угол. Вот сюда. И вяжем, смотрите, привязываем вот сюда, на вершиночку. И вяжем весь наш узор, но только на 3 сторонах. Вот у нас одна сторона. Это будет половинка. Вторая сторона это будет низ изделия. И третья сторона это спинка. Вот только 3 стороны вяжем из 6. А 3 части остальные оставили на рукав. И мы эту часть не вяжем совсем. Наша задача провязать. Будем удлинять спинку перед. И внизу удлиняем низ изделия. Причем удлиняем на любой абсолютно размер. Вы можете связать очень много добавить. Или может быть это будет немножко совсем. По своему размеру. Я вот одну часть связала. Как она у меня получилась, сейчас я вам покажу. Вот. Я начинала вязать. Вот в этом месте у меня все закончилось. И от него, это у меня было где-то 30 сантиметров, я провязала буквально 1 раппорт узора. Вот. И получилось у меня на размер 44. Такая вот жилеточка. Теперь я просто-напросто сошью рукав сверху и плечо не до конца, чтобы у нас здесь спинка тоже была. И надо будет еще шить на спине. Теперь давайте разбираться с этой стороной. Вот она у нас есть. Половиночку мы с вами оставляем. Каким образом вяжем? Оставим маркер. Вот. Это у нас, допустим, перед будет. Или, может быть, спинка будет, да? В самую вершинку вставляем крючок, завязываем нашу нить и вяжем 1, 2, 3 по узору 4, 5. То есть мы вверх не вяжем, это наша регланная линия была, вяжем только боковиночку по узору. Вот у нас здесь было 3 столбика, нам нужно связать 5. Мы его вяжем. Весь узор мы с вами знаем. Вяжем, да, поворотными рядами. Небольшое отличие есть, но оно совсем небольшое. Поэтому можно не переживать, что узор будет по-другому выглядеть. Практически незаметно. Весь узор вяжем. И только в центре наша задача всегда вязать 2 воздушные петельки и 1 столбик. Еще немножко теории. Вот мой первый шестиугольник. Очень часто многие спрашивают, как его складывать. Вам нужно сделать квест всем родственникам и задать вопрос, как из шестиугольника создать половинку кофточки. Вот смотрите, вот один шестиугольник, вот одна сторона, я складываю пополам. Это у меня рукав получается. Вот, одна сторона. Вторая сторона. Это рукав идет по спинке. Вот. Вторая сторона. Третья сторона.
Это уже 3 стороны, да? 4-я сторона до низа идет. Половинка низа, 5-я сторона и спинка 6-я. Шестиугольник. Связали 2 шестиугольника, и я расположила маркеры. Это у нас рукав с самого верха. Мы его будем сшивать. То есть внутри, смотрите, треугольник так расположен, что внутри швов нет. Наша задача сшить сверху рукав и сшить спинку и спереди. Самое главное, что когда вы связали шестиугольники, на каком моменте останавливаться. Фрагмент нашего листочка один связан полностью, а второй до половины. У нас здесь 7 столбиков. Вот в этом месте, это самое главное, нужно останавливаться. Здесь мы будем сшивать впереди и на спинке. Я вот поставила маркеры, то есть вырез у нас будет лодочкой. Вот так вот лодочкой на спинке и лодочкой впереди. Шов впереди и на спинке. И маркеры на рукавах. Я хочу оставить вот такие вырезы, а там, где маркеры, шить крючком. Наша задача вывернуть кофточку на изнаночную сторону. Шов у нас будет, конечно же, с изнаночной стороны. Мы все выворачиваем, красиво складываем один к одному и полностью прошиваем столбик в столбик между воздушные петельки, столбик в столбик, воздушные петельки сшиваем так. Можно крючком, можно иголочкой, чтобы все это выглядело аккуратно. То есть наша задача все сложить. Там, где у нас воздушные петли, мы просто прошиваем вот таким столбиком без накида. Там, где у нас столбики, мы с одной стороны подхватываем и с другой. Также столбик без накида. Там, где у нас воздушные арочки, вяжем 1, 2 и так далее. То есть наша задача прошить спинку перед, и можно, конечно, шить и рукава так вот наглухо, но я хочу вот там, где маркеры, и сшить, а там, где их нет, оставить вот такие выреза. Это же у нас все-таки летняя кофточка. Я думаю, это будет очень красиво. Сшила я половиночку. Вот она у нас. Шов обязательно нужно прогладить, как и всю кофточку, горячим утюгом через марлю. Спинку тоже прошила. То есть как? Выворачиваем на изнаночную сторону и прошиваем столбиком без накида. И также рукавчики, где у меня стояли маркеры, где не было, я их не прошивала, а вот где маркеры прошила буквально. И тоже рукавчик оставила вот таким свободным. То есть летняя кофточка, жакет такого вот формата. Она короткая, сейчас модно именно короткие вещи, удлиненные брючки, завышенные талии и короткие кофточки. Вот такая летняя моделька из очень красивой слонимской пряжи. 4 сложения, 400 метров, 100 грамм. Расход на размер 46, 200 грамм. Крючок 2,75. И вот такая красота получается по схеме, которую мне прислала моя подписчица. Огромное спасибо. Надеюсь, она смотрит это видео. Все-таки я ваши просьбы стараюсь исполнять по мере своих возможностей. Не все, но стараюсь. Надеюсь, кофточка вам понравится, и вы тоже возьмете на вооружение и свяжете для себя такую красоту. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и вяжем вместе со мной. До новых встреч!